Приветствую, это Илья и мой канал Антимра. Поговорим в этом видео о том, что такое YouTube и почему YouTube это всего лишь цифровой формат проявления массовой культуры. На самом деле я не хотел бы фокусироваться на YouTube как на информационном источнике. Я именно рассматриваю его как цифровой формат проявления массовой культуры, потому как технологической цифровой площадкой он является в самую последнюю очередь. Хотя, бесспорно, с точки зрения технологической, YouTube является высокотехнологичной цифровой площадкой, равно как и Google в целом, да, которому принадлежит YouTube. То есть, говоря о тех же самых высоких технологиях, как о предмете, нужно быть либо специалистом, либо маркетологом, использующим их как инструмент. Но если речь вести о средствах массовой информации, как об элементе проявления массовой культуры, то высокие технологии как таковые всего лишь способствуют реализации массовой тенденции. То есть, какими бы ни были технологии, их пользователи остаются все теми же, что и раньше. Те, что бегали с бубнами вокруг костра и считали, что плохая погода является следствием проделок злых духов. Просто сам формат веры трансформировался, а сами средства цифрового распространения информации стали элементом потребительской культуры, потому что технологии, как следствие развития науки, выражаются в производстве высокотехнологичного товара, который может стать для обывателя инструментом потребления, средством потребления, инструментом потребления, как в случае с интернетом. Предметом потребления является та же самая информация, которая раньше распространялась посредством телевидения, газет и радио. То есть сам факт наличия высоких технологий по отношению к массам не свидетельствует о том, что эти технологии как таковые будут восприняты массами как объект для осмысления. Пример моего канала относительно YouTube как явления массовой культуры. Я понимаю, что мой канал не может пользоваться некой популярностью, потому что мой контент не рассчитан на массы, но как раз таки алгоритмы YouTube и ориентированы на массовость, потому как именно массовость позволяет зарабатывать на рекламодателях. То есть цель на тематической развлекательной информационной площадке, коей является YouTube, это заработок на рекламодателях. Опять же, я ничего не имею против этого, потому что заработок денег на информации – это заработок на примитивных массах, и становление YouTube как цифровой площадки было предопределено этим принципом, поэтому мой контент не востребован с точки зрения массовости статистических данных, на которые опираются алгоритмы YouTube. Конечно же, отсутствие тенденции к популярности объясняется самой спецификой русскоязычной среды, так как эта среда с одним из самых низких уровней мышления в основной своей массе. Это видно потому, как люди реагируют, выражая свое недовольство, при этом никак его не обосновывая. Хотя сама неуместность таких комментариев и не подразумевает никакой обоснованности. Вообще я понял, что выступать в русскоязычной среде с мыслью — это все равно, что пытаться заниматься земледелием в пустыне. Русскоязычная среда будто бы подразумевает некий авторитаризм по отношению к себе со стороны неких политическо-религиозных деятелей по причине того, что русская идентичность именно насаждалась при помощи силы посредством религиозной-идеологической обработки. Поэтому любой человек, чье мышление идеологически не обусловлено, будет встречен рефлекторным недовольством со стороны инстинктивной толпы, потому что толпе нужен идеологический триггер для оправдания своих инстинктов. Подразумевая под поведением масс инстинкты,
как основной движущий стимул, контент перестает делиться на различные виды, так как он просто выступает в качестве активатора этих инстинктов. И так происходило, происходит и происходить будет. Массы всегда будут выполнять роль исторической массовки, и не имеет никакого значения, в каком состоянии пребывают массы, потому что они всегда имеют дело со следствием социальных процессов, инертными элементами которых они являются.